на моей планете нет такого количества еды. Это же наш доктор. Здравствуйте. Как у вас дела? Все неплохо. Что это такое? Я принимала препараты, которые вы выписали. Но специалист порекомендовал мне добавить витамин. Так. Какой специалист? И какие витамины? Ну вот же. Ого! Да сколько здесь? Нутрициологи, гепатологи, натуропаты. Я вынужден сказать, что, к сожалению, те, кто авторитетно со своими миллионами подписчиков заявляет о том, как похудеть, как сохранить здоровье с помощью БАДов, микроэлементов и прочее, зачастую не обладает медицинским образованием вовсе. Я не против того, чтобы человек следил за своим питанием, и специалист помог ему в этом, помог ему похудеть, помог разобраться с дисбалансом витаминов, микроэлементов. И есть наука диетологии, есть диетологи. Это специалисты с высшим медицинским образованием, которые занимаются профессионально этими вопросами. Но вот человек, который вообще не является врачом, медицинским работником, пройдя курсы в социальных сетях, дорогие порой, долгие или короткие, неважно, заявляет о том, что он может что? Лечить? Помогать? Да, возможно, помогать, но как помогать? Он предлагает БАДы самых разных вариантов, самых разных ценовых диапазонов. К сожалению, очень часто главной целью многих, о которой не заявляется в открытую, является зарабатывание денег. Так, я возвращаю вам ваших специалистов. Давайте разберемся. Вы знаете, я довольно много времени провожу в социальных сетях, и ко мне очень часто приходят с обращениями самые разные вот подобные специалисты, которые предлагают: давайте вы расскажете о наших пробиотиках, о наших продуктах, о наших витаминах. Я прошу в таких случаях дать следующее. Вы мне покажите результаты серьезных клинических исследований, испытаний, научных работ, которые показывают не на пальцах, не на 10, не на 20 пациентах, не на варианте «я помог этому пациенту и вот этому пациенту, они выздоровели, и я им спас жизнь», а на больших массивах данных, чтобы я смог убедиться в эффективности и безопасности этих продуктов. И, к сожалению, ни один из них, из этих специалистов, не смог мне предоставить убедительных данных. Ну, сказать о БАДах, я не буду их ругать все, потому что БАДы БАДам рознь. Какие-то из них за рубежом зарегистрированы как лекарственные препараты. Это действительно факт. А в нашей стране они регистрируются как БАДы. И за частью из них действительно есть серьезная научная база. Но, еще раз повторю, это в том случае, если, скажем, за рубежом они зарегистрированы как лекарственные препараты, и по ним проводились клинические испытания, четко сформированные, с серьезными протоколами, и вот тогда мы о чем-то можем говорить. И еще очень важно, что вот эти фармацевтические компании, которые производят, ну, назовем их так, серьезные БАДы, еще раз повторю, за рубежом как лекарственные препараты, они зарегистрированы в нашей стране как БАДы. Они нуждаются в том, чтобы продвигать свой продукт через нутрициологов, через специалистов, не обладающих медицинским образованием. Они это делают через врачей, через ученых. Пойду-ка посмотрю на одного из них. Да-да. Заходите. У меня болит спина. Ага. Прикольно. У меня болит голова. У меня болит рука. Окей. У меня есть то, что вам поможет. Привет, ребята. По моей реферальной ссылке вы можете с огромной скидкой купить эти капсулы жизни. Заходите. Камон. И диплом-то мне вовсе не нужен. Я понял.
Самое главное на этой планете — уметь продавать. Ну вот же, сколько у них подписчиков, а у вас мало по сравнению с ними. Конечно, я туда посмотрела, на них, а не на вас. Понятно. А что заставило вас обратиться к этим специалистам? Расскажите, пожалуйста, о ваших проблемах. Ну, просто у меня появилось онемение в пальцах, в руках и в ногах. Я посмотрела в интернете, что это могут быть за симптомы. И там говорится о том, что это может быть недостаток магния. Не хочу ругать ни витамины, ни БАДы, не обсуждать, дефицит ли есть у человека или избыток тех или иных микроэлементов. Хочу сказать следующее. К сожалению, в своей практике я часто встречаюсь с проблемой, когда пациент, имеющий действительно серьезную неврологическую или какую-то другую патологию, теряет драгоценное время и вместо того, чтобы получить серьезное, адекватное лечение, а может быть даже оперативное вмешательство ему надо провести, он теряет время на то, что пытается спастись или вылечиться теми самыми БАДами. И здесь я хочу привести очень, на мой взгляд, впечатляющий пример. Он немножко, может быть, из другой оперы. Это Стив Джобс. Все мы знаем, что это талантливый человек, но о своем диагнозе. Он пытался решить свою проблему с помощью не медикаментозных, не медицинских методов лечения. Он потерял драгоценное время на то, что он бы мог потратить на реальные методы лечения. Стив Джобс потратил это время на оккультные методики, которые ему никак не помогли. Конечно, здесь нельзя проводить прямой аналогии с БАДами, но все-таки, мне кажется, время – это не только деньги, но и наша жизнь. Но теперь давайте разбираться с вами. Вы сказали, что у вас не имеют руки. Да. Давайте мы вас посмотрим, чтобы понять, в чем же причина ваших жалоб. Так, будьте добры, дайте мне вашу руку. Так, скажите, пожалуйста, вот сейчас я нажимаю. Есть неприятные ощущения? Есть. Ага, неприятные ощущения. А под моим пальцем я чувствую мышечное уплотнение. Прямо как желвак. Это локальный мышечный гипертонус. Что такое гипертонус? Сейчас мы это обсудим. Скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Какая ваша профессия? Может быть, вы много работаете за компьютером? Да, я большую часть дня провожу за компьютером. То есть это несколько часов? Да, однозначно. И удобное ли место, вот ваше рабочее место, за которым вы проводите столько часов? Ну, мне кажется, что удобно. Вот очень часто пациенты мне говорят, у меня гипертонус, а мои коллеги произносят, у пациента миофасциальный болевой синдром. И когда мы обсуждаем проблему боли в мышцах, в шее, в плечах или какие-то феномены онемения, неприятные ощущения при выполнении неких движений, надо разобраться, а правильно ли я сижу. И зачастую много часов, проведенных в вынужденной позе, вызывают к жизни тот самый гипертонус. Что это такое? В мышцах начинает появляться сначала маленькие, потом все более укрупняющиеся локальные гипертонусы, меняется структура мышц. И это создает очень неприятные ощущения дискомфорта, тяжести, скованности, боли. Боль сначала появляется только при выполнении определенного движения, а потом она становится постоянной, и вы начинаете ее испытывать даже ночью, и баюкать свою руку, потирать свою шею и прочее, прочее. Другими словами, мы наблюдаем напряжение в мышце или в группах мышц, которое не может расслабиться. И для того, чтобы помочь ей расслабиться, есть несколько методов. Это расслабляющий массаж, в первую очередь. Самое простое и самое безобидное, но с оговоркой, если это делает мастер, если это делает опытный массажист. И именно расслабляющий массаж, а не спортивно, не тонизирующий массаж, когда, знаете, разминает кулаком, и это приводит еще к большему гипертонусу. Дальше. У врачей-неврологов есть специальные методы, так называемые интервенционные, их
технологии интервенционной медицины, когда мы действительно используем медикаментозные блокады с различными препаратами. И это действенный метод, который позволяет локально и очень действенно воздействовать на эти гипертонусы. Могу сказать, что на заре своей работы под руководством профессора Попелянского я начинал делать эти медикаментозные блокады. Тогда еще не было ни УЗИ-контроля, и мы ориентировались по анатомическим каким-то образованиям, чтобы правильно и точно попасть в необходимый участок мышцы. Но вы должны понимать, что блокаду должен выполнять настоящий специалист только в медицинском учреждении и в соответствующих условиях. Лучше всего это делать в процедурном кабинете или в стационаре процедурного кабинета, чтобы, если, не дай бог, что-то будет происходить, вам могли оказать максимально быстро неотложную помощь. Ну и еще один путь – это медикаментозные средства, лекарства, к которым мы относим и нестероидные противовоспалительные средства, и те же витамины, и миорелаксанты. Да, здесь путь будет более долгим, но не менее эффективным. Но выбор все-таки всегда за профессионалом, за специалистом, с которым вы обсудите все возможные стратегии лечения, избавления вас от боли. Вся штука в том, что в структуре вашей мышцы сидит вот такая блямба, мышечное уплотнение. И, собственно, именно она, эта ситуация, вызывает к жизни и чувство онемения, и боль. Вот весь дискомфорт, который вы испытываете в вашей правой руке, и с чем вы, собственно, ко мне и обратились. И помочь вам в данном случае могут не БАДы, не витамины, а всего лишь навсего правильно проведенная блокада, которую мы с вами сейчас и сделаем. А можно ли это как-то решить без уколов? Можно. Для этого существует массаж. Да, для этого есть специальные подходы медикаментозного плана, то есть мы можем использовать лекарственные средства, но все-таки локальная терапия, или мы ее называем локальная интервенционная терапия, будет более эффективна в вашем случае. И, конечно, вам надо пересмотреть ваш режим дня, вашей работы и более внимательно отнестись к тому месту, за которым вы работаете. Правильно ли у вас находятся руки за вашим компьютером, тело. Это очень важно. Потому что все, что мы будем делать, и мы можем вам сейчас помочь, но потом вы вернетесь к себе за свой рабочий стол. И если ваше рабочее место организовано неправильно, все вернется на круги своя. Попробуем? Я, конечно, опасаюсь уколов, но давайте. Ну, наконец-то трезвомыслие в этом царстве безумия.